Ну, привет, народ. Извиняюсь заранее, не было сегодня возможности в районе автодрома, где-то там, в районе Сочи парка, посидеть, что-то записать, какие-то мысли, чтобы лицом наговорить в камеру что-то. Хотя очень хотелось, но, к сожалению, даже не пошел на GP3 и на вторую формулу, потому что тоже очень хотел, но, во-первых, было бы слишком много кадров с формулой, во-вторых, ну и так получилось, что вместо квал сидел, болтал с очень интересным человеком, с первым и, не побоюсь этого слова, наверное, главным тренером Егора Оруджева. И, ну, какая тут квалификация? Посидели, поболтали в таком месте, почему бы и нет, поговорить об автоспорте, всякие интересные фишки. Поэтому, да и действительно, чего лишние кадры. Завтра будут гонки, будет уже интересно, потому что GP3 звучит очень хорошо, и с утра даже здесь было слышно, что будет в гонке, даже представить не могу, потому что на автодроме было очень громко, когда они выехали на квалификацию, и я, сидя уже в самом парке, там, не на трибунах даже, разговаривать было очень тяжело. Вид прекрасный, так что такое короткое вступление, дальше посмотреть сегодняшний день. Наверное, на этом все. Приятного просмотра и любите гонки. Доброе утро, друзья. Точнее, это мое доброе утро. У вас сейчас, скорее всего, глубокая ночь. Нынче такой вид из номера. Жаль, что не повыше, всего лишь 3-й этаж. Но если сейчас все машины разъедутся, то вы поймете, почему я так сильно улыбаюсь. И потому что я слышу, как на автодроме началась первая практика GP3. Да, пока не успеваю, пытаюсь найти все тот же сраный каршер хоть где-то, ну, либо прыгну опять сейчас в такси. Видимо, эта поездка вообще под знаком Илюши Каршер. Ладно, будем искать. По дороге, если сейчас куда пойду, что-нибудь расскажу еще про вчерашний день. Пока полный сил, энергии, едем в сторону автодрома. Да. Спасибо вам за участие. Так, 2-9. Кому у нас первая, третья играет? Так. 1. Поехали! Первая. 3-7. Ну, 50 путь. Все? Внимание! 3, 2, 1. Поехали! Команда выигрывает, к сожалению, первая проигрывает. Чего, к сожалению?
хотела сказать, что сегодня опять поучаствовал в идиотском эксперименте. Это была попытка посетить автограф-сессию, привет, самолет, посетить автограф-сессию GP3, взять автограф Никиты. Но, знаете, я небольшой фанат автографов, но на самом деле хотелось просто потусить. Но вот чего я опять не понял, не было вообще народу, потом народ начали зазывать, и вначале сказали, что будут пускать всех только в середине, и там стояла действительно большая толпа, и люди простояли там больше часа. Но в итоге получилось так, что получили автограф даже те, кто пришел буквально за 5 минут до конца, потому что они встали в очередную очередь, и эту очередь тоже начали пускать. А те, кто стояли давно в этой самой средней очереди, в которую до этого всех сгоняли, и там стояли девушки и говорили, как так-то, мы только что стояли вот там рядом, нам сказали, там пускать не будут, все стойте в центральную. В итоге я просто приятно потусил, но такой небольшой осадочек остался. В конце концов, Никита выиграл эту квалификацию с этим звуком, о котором я говорил в самом начале. Да ничего страшного. А завтра будет новый день, новые гонки, все будет хорошо. Автограф-сессия GP3 выглядит, конечно, в разы скромнее, но что делать? Парни тоже будущие звезды. Нужно потешить их в самолете.
Майя. Майя, из какого вы города? Армавир. Армавир. Потрясающий город, Майя. Все, кто рядом, аплодируют Армавиру и вам тоже. Майя, расскажите, что такое GP3? Это младшая серия Формулы-1. И это чемпионат, в котором гоняет Никита Мазепин. Вы к нему сегодня пришли, честно? Да. Мы с Никитой вчера списывались, он тоже к вам пришел. Ожидает, очень ожидает вас. Кому-то есть что добавить по поводу GP3? В GP3 есть несколько команд, ну, много команд, но я знаю две. ART Grand Prix и Триден, в котором выступает Алессио Лоранди, и которого я хочу сегодня увидеть и взять у него автограф. Слушай, я думаю, все получится. Спасибо тебе за познание. Скажите, кто-то знает, в котором году появился вот этот класс GP3? Кто-нибудь знает? Примерно хотя бы. Года 3 назад есть вариант. Есть еще варианты? Когда появился? Да, вижу вашу руку. Когда? В 2010-м. Это абсолютно правильный ответ. Поздравляю, супер. Прекрасно, отлично. Еще один человек, тут тукающий в микрофон появился. И это не простой человек. Да. Это человек, которому я вчера стал чуточку хотя бы Вчера ты знакомым меня мучил другом. вопросами, мучил. Друзья, встречайте этого красавца. Привет всем еще раз. Виталий Петров. Ну, кстати, пусть не будет сегодня много народу, да? Привет. Привет. Ну как ты? Всех уже Я все замечательно. Знаешь, что мне очень понравилось? Что? Я людям говорю, скоро будет автограф-сессия GP3, но еще появится Виталий Петров. И все «Уху!» То есть тут люди ждут еще и твоих автографов. Ну как отлично, я специально для этого и пришел. Еще завтра будем, когда и Маркелов будет, да? Круто. Сегодня Мазепин посмотрим. Что-то не очень. Попробуй. Я могу, я могу это. Попробуй, посмотри. Вот у нас танцор. Юля, выходи потанцуй. О, это шикарно. Ты сколько весишь? Я вешу 60 килограмм, да, 60. Вылечу, да? Вылечу с трассы. Не, наоборот, быстро поедешь. Слушай, классно. Кстати, здесь действительно есть картинг, и даже турниры по картингу устраивают. Это очень круто. Не, Виталь, давай я, пользуясь служебным положением, спрошу такую информацию. Давай. Ты же явно там можешь как-то на трассу выйти, проехать. Не-не-не, Нет? когда Формула-1, ну что это все запрещено. Опасно для жизни. Можешь попробовать, кстати. Как футбольные фанаты, знаешь, выбегают. Да. А ты знаешь, что на футбольных матчах не снимают футбольных фанатов выбегающих, чтобы не показывать вот эту дезорганизацию? Ты никогда по телевизору практически никогда Как не видишь. выбегают? Как выбегают, да. как? Всё. Супер. Блин, как бы я хотел вам помочь и выйти тоже дать автограф. Так дай, выйди, Да чё я ты? не имею никакого к этому отношения, но он будет бесполезен. Ты чего? Ну, может быть, сфоткаться.
Still going for it though. Let's see what he can produce. Переходит на моторы Honda. И это вопрос, который интересует всех. Угнаться за парой лидеров, за Мерседесом и Феррари, но вот между собой на